Добрый день, дорогие друзья! Я всех приветствую на канале Cleo Astrology. Дорогие близнецы, в этом видео разберем, что ждет вас в ноябре месяце. Ноябрь месяц, он более спокойным по сравнению с октябрем, когда у нас были солнечное и лунное затмения. Ваш управитель, планета Меркурий, 10 ноября меняет свой знак и переходит в знак Стрельца, в ваш 7-й дом, дорогие близнецы. 7-й дом в астрологии у нас отвечает за партнерство, за бизнес-партнерство. Это дом, который отвечает за нашего партнера по браку. И планета Меркурий – это планета переговоров, подписания контрактов. Это планета коммуникаций. То, о чем мы думаем. И планета Меркурий в 7-м доме. Когда планета Меркурий попадает в 7-й дом, это очень благоприятное время для заключения договоров, подписания важных контрактов, для каких-то важных переговоров. Это хорошее время для того, чтобы договариваться о сотрудничестве. Это очень хорошее время для улучшения отношений с вашим партнером, как в браке, так и по бизнесу. Также планета Меркурий в 7-м доме может принести вам множество контактов. Вы будете больше на публике, у вас появится больше общения. Также это замечательное время, чтобы найти какие-то полезные контакты. Замечательное время проводить переговоры. И также это замечательное время для подписания важных документов и договоров. Также обращайте внимание, какие аспекты у вас идут от Меркурия. Планета Венера 8 ноября меняет знак и переходит из знака Девы в знак Весы и переходит в ваш 5-й дом, дорогие близнецы. Планета Венера – это планета любви, удовольствий, красоты, гармонии. И 5-й дом у нас также отвечает за удовольствие, за развлечения, за наши хобби. Это также дом отвечает за романтические отношения, за любовь. И планета Венера, она может принести гармонию в ваши отношения. Если у вас есть какие-то романтические отношения, это время, когда у вас будет больше романтики, вы больше будете понимать друг друга, вы больше можете слышать признания в любви в это время. Также это замечательное время для спекуляций, потому что 5-й дом у нас также отвечает за азартные игры и за спекуляции. Это хорошее время, особенно если планета Венера делает гармоничные аспекты в вашей натальной карте. Хорошее время для покупки лотерейного билета. Это хорошее время для спекуляций. Также 5-й дом у нас еще отвечает за детей. Если у вас есть дети, в это время ваши отношения с детьми могут наладиться. 13 ноября у нас произойдет новолуние в знаке Скорпион в 20 градусе и 43 минуте. Это новолуние произойдет в вашем 6-м доме, дорогие близнецы. 6-й дом у нас в астрологии ассоциируется со здоровьем, с нашим распорядком дня, с нашей работой, обстановка на работе, коллеги. Новолуние – это всегда начало нового. Это когда один цикл заканчивается старая программа, начинается новая. И так как оно попадает в ваш 6-й дом, это у вас будут какие-то обновления на работе, может быть, какие-то изменения в вашем коллективе, может, у вас появятся какие-то новые обязанности по работе, может быть, вы даже получите повышение по работе. Также это время, когда у вас может измениться распорядок дня, может быть, изменится график работы. И также это новолуние может обратить внимание на ваше здоровье. Может быть, больше внимания вам придется уделять вашему здоровью. И следующее событие, которое происходит у нас в ноябре месяце, это Солнце меняет свой знак 22 ноября и переходит в знак Стрельца. И для вас, дорогие близнецы, Солнце попадает тоже в 7-й дом. У вас там уже находится планета Меркурий, и туда присоединяется Солнце. Солнце – это в астрологии ассоциируется с нашей витальной энергией. Это наша энергия, то, куда мы направляем энергию, то, от чего мы получаем энергию.
И Солнце в 7 доме. Это просто замечательное время быть на публике, побольше общаться с людьми, заводить новые контакты, улучшать отношения как в партнерстве, так и в личной жизни. Ваши отношения могут в это время быть более теплыми, более радостными, приносить вам удовольствие. И 24 ноября планета Марс также меняет свой знак и переходит в знак Тельца, и также переходит в ваш 7 дом. У вас получается в ноябре месяце акцент на ваш 7 дом. Но вот когда планета Марс еще перейдет в ваш 7 дом, у вас будет там 3 планеты. Планета Марс в 7 доме это не очень хорошее положение, потому что планета Марс это планета энергии, то, как мы добиваемся своего, решительности, импульсивности, но также это планета агрессии. И планета в 7 доме может принести вам конфликты, какие-то разногласия. Будьте осторожны, избегайте конфликта. Это время, когда вы можете принимать какие-то импульсивные решения. И последнее событие, которое происходит у нас в ноябре месяце, это 27 ноября у нас происходит полнолуние в вашем знаке, дорогие близнецы. Это полнолуние произойдет в 4 градусе и 51 минуте близнецов в вашем 1 доме. Полнолуние – это всегда подведение итогов, это всегда получение какого-то результата. Полнолуние всегда высвечивает то, что было раньше скрыто от нас, у нас появляется какая-то ясность. И полнолуние в 1 доме. 1 дом – это все, что связано с нашей личностью, с нашей индивидуальностью. 1 дом также отвечает за наш внешний вид, то, как другие люди видят нас. И это полнолуние на полнолуние также очень хорошо избавляться от вредных привычек. Вы можете избавиться от какой-то вредной привычки на это полнолуние. У вас может появиться более четкая, ясная картина того, чего вы хотите в жизни. Вы можете изменить свой внешний вид. Вы, может быть, измените стиль одежды или что-то другое в своем внешнем виде. Также это время, когда вы можете завершить какой-то проект. Полнолуние – это всегда завершение чего-то. Вы можете завершать какие-то, может быть, отношения партнерские. Вы можете завершать. Если вы помните, что было 18 июня, у нас было новолуние в знаке Близнецы. Если вы помните, что вы начинали тогда, сейчас вы можете получить результаты этого новолуния. Может быть, у вас был какой-то важный проект, может быть, вы работали над своей внешностью, над своим имиджем, может быть, вы как-то развивались. Дорогие близнецы, я желаю вам замечательного ноября месяца, желаю вам успеха во всем, удачи. Пишите мне в комментариях, что у вас происходит, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Всего доброго, до новых встреч!